Добрый день, друзья! Проявленность или невидимость. Как вы проживаете свою жизнь? Чувствуете ли вы, что вы главный актер на главной сцене вашей жизни? Или, может быть, у вас есть ощущение, что вы вообще проживаете как будто бы не свою жизнь? Кто вы? Кто вы наедине с собой? Кто вы настоящий? Кто вы в тишине, когда не нужно играть никаких ролей? Возникали ли у вас когда-нибудь такие вопросы? Если вы действительно чувствуете себя иногда, как будто бы где-то на окраинах своей собственной жизни, в каких-то второстепенных ролях, не понимаете, где ваша сила, где ваш талант, где ваша уникальность, и как же ее найти, и раскрыть, и начать жить этой подлинной, настоящей жизнью, то это видео точно для вас. Смотрите до конца. Мы здесь разберем целый блок сверхмощных принципов, как же найти свою уникальность, как понять, где мое истинное «я», где мои таланты, где моя миссия, и пойти в это, пойти и начать жизнь вашей мечты, жизнь, которая принадлежит вам по праву от рождения. Я рада вас приветствовать. Мое имя Кейт Фрай. Я философ, психолог, трансформационный ментор. Подписывайтесь на канал, если вы еще не сделали этого, потому что здесь будет очень много глубоких и важных тем, которые уже способны трансформировать вашу жизнь. Итак, поехали в наше предназначение, в наше истинное «Я». Друзья, вы когда-нибудь задумывались над тем фактом, что мы действительно с вами являемся абсолютно уникальными? Что на Земле нету ни одного другого человека, который хотя бы частично похож на нас? То есть мы такая уникальная комбинация, которых не было никогда и не будет. То есть то, что несете в себе вы, никто другой в себе не несет. И осознание это уже огромный шаг на пути к себе. С позиции генетики вероятность, что будет создан ген точно такой же, как я, или точно такой же, как вы, вероятность 1 к 70 триллионам. То есть это невероятно. И когда мы сейчас посмотрим на себя и осознаем, что то, что я несу, и с позиции даже нейронауки, то есть каждый из нас представляет собой комбинацию порядка 100 триллионов нейронных связей. А эти нейронные связи, они, собственно, все были сформированы именно через наш опыт, через наше воспитание, через нашу боль, через наши обиды, через наши страдания, через нашу радость, через наше вдохновение, воодушевление. И все это является абсолютно уникальным, потому что каждое событие нашей жизни и каждая реакция — это был определенный кирпичик, который строил вот это грандиозное строение, которое называется «мы с вами». Мы уникальные, мы неповторимые. Каждый из нас несет в себе то что-то уникальное. Все начинается с детства. То есть буквально до 7 лет ребенок является, можно сказать, чистым листом. И каждое слово, каждая фраза, каждая эмоция, которая была сказана в его адрес, это записывается его история, это записывается самоидентичность ребенка, потому что у человека, у маленького человечка, который пришел в этот мир, у него нету критического мышления. И единственная обратная связь, которую он может получить, это его близкие люди, которые его окружают. И, собственно, все, что ему говорится, это все записывается, и он впитывает это как губка. И вот когда, допустим, наступает возраст 7 лет примерно, то есть человек самоидентифицирует себя именно с тем, что ему говорили родители или говорили близкие люди. И зачастую здесь многие люди, которые обращаются к психологам, зачастую начинают с самораскопки, есть некоторые обиды на родителей, но здесь нужно посмотреть на эту ситуацию, мне кажется, немного глубже, потому что я вижу вот развитие генераций, это как спираль. И с каждой новой спиралью, вот скажем, вот мы новая генерация. То есть здесь у нас гораздо больше свобод, гораздо больше любви, гораздо больше возможностей. А если мы берем генерацию наших родителей, она была гораздо уже.
там было послевоенное время, там вообще не было ни возможностей, ни какого-то внимания, там был фокус только на выживание. А если мы возьмем эту спираль еще ниже, то есть наши дедушки, прабабушки, там вообще говорить не о чем. Это было достаточно тяжелое время, когда мы не могли говорить о тех роскошах и о тех возможностях, которые сегодня есть у каждого человека. Надо было просто тяжело работать, жить, выживать. Если мы посмотрим, вот как бы опять-таки мы маленький ребенок, то есть вот все, что в нас вложили, то есть с одной стороны, как бы это были в определенной роли правильные модели, что делай больше, старайся, ты должен быть хороший, ты должен заслуживать, ты должен. И очень часто вот в этом «ты должен» забывается, а что ты на самом деле? А кто ты на самом деле? То есть из вот этого вот уникального явления начинает свояться что-то такое, что удобно обществу. Или, по крайней мере, что обеспечит этому человечку, ну, как бы точно выживание, а может быть даже и успех. Поэтому очень многие люди, вот наше поколение, то есть они такие достигатели, они зачастую забывают про себя, они очень тяжело работают, очень много таких служителей, то есть я имею в виду люди, которые вот посвящают свою жизнь другим, то есть и очень много вот именно людей, которые стараются для всех, для вся, и никогда не слышали, а кто же я, а где же мои потребности. И здесь в этом контексте мне приходит в голову сказка Андерсона, которая просто вот гениальная в этом смысле, про гадкого утенка. Когда вот этот вот лебедь маленький, собственно, он попал вот в это окружение, где его все тюкали, то есть где он чувствовал себя, он не такой, он неправильный, он не подходит, он какой-то урод, он какой-то страшный, он не такой, как все. А сколько людей живет вот с этим ощущением, что я какой-то неправильный, я как ни стараюсь, у меня все равно не получается, я все равно не заслуживаю похвалы, и в жизни мы выходим там в какие-то работы и так далее, и мы оказываемся все равно в каких-то позициях жертвы или в каких-то позициях дискриминации или там каких-то несправедливостей. В какой-то момент мы сами себе сказали, что, ну блин, мы, наверное, где-то не дотягиваем. А не дотягиваем до чего? Возвращаемся к гадкому утенку. Этого беднягу затюкали настолько, что он просто, ну, давайте на современную терминологию, то есть, ну, он в депрессии. Он ушел вообще в какое-то отшельничество. Он сказал, я вообще не буду ни с кем разговаривать. Я вообще не буду, как бы, никаких социальных контактов заводить. То есть, все. То есть, как бы, моя жизнь кончена, я какой-то странный, пойду в какие-то пещеры, в монастырь и так далее. А потом в какой-то момент его уже настолько это все вот переполнило, и он сказал, нет, я так больше не могу. Я не могу больше сидеть здесь вот такой вот сжатый в этой клетке, в этой тюрьме, потому что я хочу расправить свои крылья, я хочу встать и полететь, потому что эта клетка, я имею в виду вот эти наши общественные шаблоны, тебе надо то, тебе надо быть таким, тебе надо быть эдаким, они стали тесными, и в какой-то момент Атлант расправил плечи. Он встал, расправил свои крылья, вышел в свет, и оказалось, что, собственно, те, кто его гнобили, не принимали, это были просто люди, ну, скажем, люди не его уровня. Это были просто те какие-то утки. Когда он был лебедем, он был совсем из другого теста, он был другого масштаба, другого полета. Приходит сейчас фраза Лао Цзы, который сказал, тот, кто побеждает других, силен, а тот, кто побеждает себя, еще сильнее. Вы знаете, сила в том, чтобы в какой-то момент прийти к вот этому пониманию, что а кто я? А почему я так? А почему я так позволил с собой? Это же моя жизнь. Почему я ее живу вот так? И пойти вот в это самопонимание себя же самого. Пойти, зачастую, это очень такой серьезный шаг. Пойти, например,
работать с психологом, работать с ментором, пойти просто к человеку, к специалисту, который поможет, вот, знаете, раскрутить вот эту вот спираль. Вот почему мы думаем сейчас, а где это зародилось, и как это можно изменить? Потому что именно вот это вот все вот эти вот нейронные связи, которые у нас здесь накручивают, они и обуславливают нашу сегодняшнюю действительность. Кстати, у меня есть очень мощное видео на эту тему, именно как работает наш мозг и как он формирует нашу реальность. Ссылка выше. Обязательно пересмотрите, если вам эта тема откликается. Тварь я дрожащая или право имею? Вот осознать, почему я сейчас позволил жизни, обстоятельствам, а может быть, я сам себе это позволил, стать какой-то тварью дрожащей. Ну, это очень громкие слова, но к тому, что позволил проживать какую-то не свою жизнь. Позволил просто плыть по какому-то течению, вместо того, чтобы оглянуться и посмотреть, а где я, а где моя миссия, а где моя уникальность. И зачастую это действительно требует большой отваги, большой доблести пойти и разобраться, пойти к психологу. Если вам откликается, и если вы чувствуете резонанс со мной, то записывайтесь в индивидуальную работу. Первая консультация, диагностика, она все еще бесплатна, и это уже вам подсветит определенный путь к вашей правильной жизни, где вы являетесь главным героем на сцене вашей жизни. В целом, вот эта тема своего предназначения, какой-то вот своей миссии, своих уникальных талантов, она иногда достаточно сложная, особенно сегодня. Потому что раньше, например, мы сегодня с вами живем вот в этом обществе мультитаскинга, когда мы должны быть мультифункционалы. Если мы еще возьмем там, ну скажем, 150 лет назад, было очень просто. Ты портной, ты печешь хлеб, ты делаешь то третье, то сегодня ты должен действительно быть мультитаскинг во всем. И это как бы немного вот усложняет, собственно, весь процесс поиска и осознания себя. Я вспоминаю, когда я еще училась в школе, к нам приехал новый ученик. И мы с ним подружились, и он заставил меня кое о чем задуматься. Это потрясающий, гениальный художник. Это человек, который, ну, мне кажется, что у него просто вот дар. И я на него смотрела и думала, как ему повезло. Он просто знает, он просто не может иначе. Он просто не может иначе, он пишет картины день и ночь. Это единственное, чем он живет, и по-другому это невозможно. Я стала себе задавать вопрос, а как же со мной? Но на самом деле мы зачастую просто под вот этим вот огромным гулом, что нам говорит общество, забываем про нас же самих. Потому что я, например, когда я начала раскручивать вот эту спираль и пошла в поиск себя, у меня было это знание. Я еще когда была маленьким ребенком, у меня были вопросы про мировоздание. Зачем мы родились, потому что мы все равно умрем? Какой смысл во всем этом? То есть я как бы немного так была в каком-то очень скепсисе вообще по поводу всего этого мира с глубокого детства. Я себе сказала, то есть у меня было вот это вот знание, что первое, куда я пойду в философию. И когда еще была ребенком, я не знаю, то есть как бы что такая философия, то есть мы не изучаем в школе этот предмет, но я знала, что может быть там ответы на свои вопросы. И, собственно, вся моя жизнь, она была построена через поиск каких-то ответов на те глубинные вопросы, которые, ну, многие люди себе даже не задают. И дальше была психология, и дальше было вот постоянное саморазвитие. И это было во мне. Но в какой-то момент общество, люди, сознание стали говорить, да, тебе надо же работать, нужно строить карьеру, нужно делать это, нужно быть успешной, нужно зарабатывать деньги, нужно там строить, там, я не знаю, мультипл источников доходов и так далее, и так далее. И как бы я была в этой гонке, я была очень успешной в этой гонке, но смысл, что в какой-то момент я стала возвращаться и спрашивать, а где мое подлинное я? И здесь я хочу с вами поделиться теми путями, теми шагами, через которые я пришла в первую очередь к себе. То есть вот эти вопросы, по которым мы пройдемся, просто начинайте писать. Этот процесс, который зачастую занимает какое-то время,
Но вы удивитесь тем результатом, к которым мы можем прийти. Напишите список всего того, что вы любите. Всего того, что вам доставляло или доставляет радость. Список всего того, чем вы занимались или занимаетесь с удовольствием. То есть начните с глубокого детства. Что вам нравилось? От чего вы кайфовали? От чего вы забывали вообще про время, про покушать, про все на свете? Идите в свою сегодняшнюю жизнь, что иногда вы делаете, что иногда вы себе позволяете, а что вы делаете постоянно, что вам нравится, что дает вам какую-то подпитку и энергию. Напишите, сядьте, сфокусируйтесь, или просто можете себе сейчас написать заголовок, что я люблю, что мне доставляет удовольствие, и оставить пустой лист. И выберите себе какой-то день для рефлексии, потому что эти темы, вопросы очень серьезные, они требуют времени. Если вы хотите, чтобы вам пришел ваш истинный ответ, возьмите ваше время для этого. Просто пишите потоком, и чем больше вы напишете, тем лучше. Второе, я вам рекомендую проанализировать весь тот функционал, который вы выполняли на ваших работах. Неважно, проанализируйте, вы были студентом, например, что вам нравилось особенно. Например, ваша первая работа, вторая, сегодняшняя. Просто распишите это по функционалу. Например, отвечали на какие-то e-mail. И поставьте, скажем, выберите какую-то шкалу для себя, например, от 0 до 10. 10 это когда вы просто кайфуете, а 0, когда вообще, то есть, еле-еле вы, делаете, кайфа от этого никакого. И пропишите все. Например, вы проводите какую-то встречу с клиентами, поставьте оценку. Скажем, вы задействованы в каком-то креативном маркетинговом процессе. Поставьте оценку. Именно когда вам нравится, когда вы чувствуете воодушевление. Это тоже очень классная техника, которая требует времени, чтобы вы прошлись по всем вашим работам или по текущей работе, по всем делам, которые вы делаете, и осознаете, что вам нравится. Также включите какие-то ваши домашние дела. Может быть, вы просто безумно кайфуете, когда вы начинаете печь или готовить что-то для вашей семьи. То есть это тоже то, на что ваша душа откликается. Как говорил Платон, все наши знания – это воспоминания. И когда есть этот отклик тела, когда вам радостно, когда вы любите, когда вы кайфуете, когда вы забываете о времени, это оно и есть. Кстати, есть у меня второе видео, посмотрите, пожалуйста. Смысл про то, что если вам какая-то идея приходит, значит, туда надо копать. Смотрите ссылку. Третий момент. Проанализируйте свои сильные черты. Напишите все, где вы считаете, вы хороши, вы молодцы, вы справитесь. То есть, где вы чувствовали всегда, что вы на коне, что вам удается легко, хорошо. То есть вообще пропишите все. Это иногда могут быть, какие-то даже нюансы, на которые никто не обращает внимания. А-ля у меня красивый почерк или еще что-то. Пишите тоже. То есть постарайтесь на каждый пункт написать, хотя бы 30 пунктов, потому что это такой очень серьезный процесс самокопания, самопознания, и, возможно, вам откроются такие откровения. Ну и следующий пункт – это просто пропишите себе, тоже здесь позвольте себе поток слов, все, что вам мешает проявить себя на полную катушку. То, что вам мешает быть, именно идти в себя, то, что в целом, что вы думаете, если бы вы стали просто атлантом своей собственной жизни, а вы пока еще не атлант, то есть что вам мешает? Как вы думаете, какие барьеры есть на вашем пути или в вас самих? Просто тоже пропишите, что вам мешает. Может быть, вы слишком стеснительный, а может быть, вам страшно выступать на публику, а может быть, вы вообще не очень коммуникативный, замкнутый человек, вам тяжело вступать в коммуникации. Пишите буквально все. И уже через эту призму мы подходим потихонечку к тому, где же мы настоящие, где же наша сила, и как же нам туда пойти, и что же нас сдерживает. И если мы хотим действительно серьезной трансформации, то трансформация, ребята, начинается с действий. Потому что именно действиями мы начинаем
перепрошивать наши нейронные связи, и у нас начинается тем самым формироваться наша новая реальность. Если вы чувствуете, что вам эта тема близка, но вы как бы не можете самостоятельно вот докопаться до той истины, идите в менторинг. Записывайтесь прямо сейчас на сессию со мной, если вам эта тема сейчас откликнулась. Потому что зачастую именно когда вы всегда варитесь в вашем вот этом внутреннем диалоге, вам иногда сложно абстрагироваться и выйти за какие-то собственные пределы. И именно в этом цена помощь наставника, ментора, психолога, который может вам посвятить и раскрыть ваши горизонты. Есть, кстати, другое мое потрясающее видео, которое называется «10 шагов к сверхмасштабной жизни». И там, собственно, я привожу один факт, что если вам пришла идея, у вас есть мало времени. Для того, чтобы пришла идея, нужно сразу идти и делать. Это научно доказанный факт. Потому что если вы где-то оттянули, отложили, решили подумать, тоже можете пересмотреть очень интересное видео, ссылку сброшу выше. Итак, поехали. Сейчас же наша тема проявления. Наша тема пойти из вот этой невидимости, пойти из вот этой вот роли, где я для всех, где я всем помогаю, где я для всех хорошая, но где я не знаю, кто я, зачем я, как я могу быть для себя полезной, правильной, нужной. Поэтому мы сейчас идем в себя. И первое, с чего мы начинаем, выход из нашей зоны комфорта. Любые действия – это единственный и самый мощный механизм и триггер, который начинает запускать изменения в наших самих. Вы можете медитировать, вы можете аффирмировать, вы можете делать все, что угодно. Но пока вы не пойдете и не начнете действовать, у вас не начнет действительно происходить трансформация. И здесь первое, раз мы говорим с вами о проявленности, начать действовать, начать делать то, чего вы никогда не делали. И первое, я вам советую начать взаимодействовать с внешним миром. То есть буквально идите на улицу и начните общаться с незнакомыми, с посторонними людьми. Сложная задача, я знаю. Но начните знакомому. Вы убедитесь, что это просто порождает невероятный каскад волшебных событий. Возможно, эта улыбка спасет кому-то жизнь. Этот человек вдруг, у него поднимется настроение, он подарит другому человеку улыбку. Это очень романтично звучит, но как бы в этом есть правда. Потому что на самом деле в какой-то мере нам нужно заботиться о себе. И иногда через вот эту улыбку, пусть она даже будет вот как бы вынужденная, мы начинаем сами запускать правильные гормоны и правильные реакции счастья в нашем организме. Поэтому иногда просто нужно заставить себя вот улыбнуться первый раз, и дальше оно пойдет само. Поэтому первое, идите в люди, идите к незнакомцам и начните просто им улыбаться. Следующий шаг, начните с ними здороваться. Третий шаг, начните у них что-то спрашивать. Ну и четвертый шаг, мне кажется, это очень классный шаг. Начните делать комплименты. Но не комплименты в том смысле, когда лишь бы сказать что-то. Вот если только вас действительно, вы знаете, зацепило. Вот вы идете и думаете, вау, вот искренне. Если искренне, идите и скажите. Особенно это реально круто, когда если девушка может сказать это девушке. Потому что зачастую какой-то competition, непонятные отношения часто бывают с незнакомыми прохожими женщинами. А если вы подойдете с искренним сердцем, скажете, вау, у вас такие глаза, или вау, у вас такие волосы, или вам этот цвет так идет, или вы роскошно выглядите. Просто это может перевернуть жизнь другому человеку. И это может перевернуть в том числе ваш день, ваше настроение, и запустит эту цепную реакцию просто невероятных чудес. Поехали дальше. Мы хотим новой проявленности, новой жизни, то есть давайте включать новую. Расширяйте ваш диапазон. То есть не надо себя вынуждать идти куда-то, идти в какой-нибудь автосалон, если вам это вообще не интересно. Идите туда, где вам интересно. То есть, идите в какую-то галерею, может быть, в какой-то новый ресторан, может быть, просто в новую кафешку выпить чашечку кофе. Может быть, да неважно. Может быть, просто взяли на выходное, поехали в другой город, просто погуляли. Здесь это ваша свобода. Начните выходить
из вашей рутины делать что-то новое. Возьмите, просто даже поменяйте ваш путь на работу. Встаньте утром там немножечко пораньше, и вместо того, чтобы поехать, или пройдитесь через какой-нибудь парк. Это все начинает формировать и изменять нашу внутреннюю и внешнюю. Серьезно, мне эта тема очень классно помогла, потому что я в природе своей, я интроверт, то есть мне очень интересно сама с собой, я всегда там в каких-то мирах своих, и когда я попадаю в какой-то новый коллектив, там какое-то там заседание, в том же самом на работе, то есть как бы я не бросаюсь сразу в коммуникацию с людьми, ну вот такая вот я. Но в какой-то момент я поняла, что, собственно, это усложняет жизнь, потому что если ты не пошел сразу, то потом это будет делать сам. Но здесь очень главный момент — не давать себе раздумывать. То есть вот вы заходите, там, скажем, вы пришли там на какой-то новый курс, или вот вы пришли, у вас какой-то там митинг с абсолютно новыми людьми, и вы заходите, и вы вот просто не думаете, вы просто пошли сразу в коммуникацию. И на самом деле это серьезно облегчает жизнь, это вот как бы такой навык, когда вы можете как бы спокойно оставаться интровертом, если вам так нравится, но одновременно быть очень активным и очень социальным с самого начала, и дальше как бы общение, оно уже льется как ручей. И следующее, что я вам советую, мы говорим про нашу проявленность, то есть мы сейчас привыкли к какой-то определенной роли, то есть мы живем определенные сценарии, мы вот вписываемся в эти сценарии так, как мы есть. Начните меняться, то есть начните просто даже внешне менять свой образ и пробовать каким-то образом применять на себя какие-то новые роли. То есть вот вы там ходите всегда там в черном пиджаке и так далее, взяли, поменяйтесь. То есть если вы девушка, возьмите там какие-нибудь там, я не знаю, аксессуары красоты, оденьте платье, оденьте что-то яркое и попробуйте прочувствовать себя в этих каких-то других образах. Внешнее, через нашу внешность, то есть мы как бы определенный сигнал транслируем в мир. То есть попробуйте зайти как бы в этот мир в другом амплуа. Это зачастую работа, поэтому, но это очень интересная игра, потому что в каких-то новых экспериментах вы можете себя чувствовать по-другому. Для мужчин это, кстати, та же самая тема, то есть вы вдруг начинаете чувствовать себя по-другому. Если вы всегда там в каком-то таком неформальном хиппи-стиле, неважно, то есть возьмите там, оденьте какой-то там супер пиджак и почувствуйте себя вот, а как если я буду такой вот прямо сейчас супер стильный? А возьмите, оденьтесь, например, там какой-то очень элегантно. То есть это как бы, это такой крючок, который уже как бы цепляет все ваши последующие реакции. Это очень классная тема, экспериментируйте с ней, потому что это дает вам возможность как бы прочувствовать себя действительно в разных ролях, в разных амплуа. А почему бы и не дать каждому нашему дню шанс стать каким-то необычным? Сегодня я такая, завтра я такой, послезавтра я этакий. Кстати, у меня есть тоже очень классное видео, он называется «Живи свой день сегодня», и он именно в эту тему, как вот жить ярко и радостно, и давать каждому нашему дню шанс. Кому откликается, тоже может. И одно из последних, что я вам советовала, представьте себе себя же, скажем так, вот помечтайте. Представьте, что вы можете все. У вас есть все возможности, все средства, все потенциалы для реализации вашей мечты, и при этом вы обречены на успех. Просто вот представьте. У вас есть все время, все ресурсы мира, вы можете все, что угодно. Что вы будете делать? У вас есть бесконечный потенциал времени. Вы можете делать все, что угодно. Что вы будете делать? Чем вы будете заниматься? Чем вы будете наполнять ваш день? Что просит ваша душа? О чем ваша душа будет петь тогда? И, собственно, попробуйте вжиться в эту роль. Какая вы? Когда вот все можно, когда все получилось, когда вот все вот так, как ваше истинное «я» хотела и просила. Вживитесь в эту роль. И начните воспринимать вот эти вот все как бы моменты, про которые я вам говорила раньше, как игру. То, что, собственно, можно смотреть на нашу жизнь как игру, и очень много есть философских и психологических, в том числе, концептов, что мы просто можем облегчать, это очень здорово облегчает нам
восприятие нашей жизни. Потому что есть, вот, знаете, такие люди, их даже видно по походке. Вы знаете, они такие, они несут ношу. Они такие мученики. Они вот тяжело идут по жизни. Они вот превозмогают. Им вот не дай... Вот знаете, вот в этом случае, как бы вот опять-таки нужно как бы сбрасывать это в себя. Но для этого нужно идти в работу. Нужно идти в себя. А иногда это больно. Иногда вот это вот правда о себе. Потому что зачастую, когда ты начинаешь вот эти раскопки, ты понимаешь, что ты позволил. Ты когда-то перестал себя ценить и любить. Это ты позволил стать таким. Это ты стал сам таким. Это твое решение. И зачастую это больно. Но это место, где начинают расти крылья. Новые, красивые, мощные крылья, чтобы встать и полететь в свою новую жизнь. На этой лирической фразе я хочу вам сказать, где ваши крылья? Где ваши крылья? Мы рождены, чтобы летать. Мы рождены, чтобы осознать, что мы уникальные, что сила в нас, что никогда никого не будет такого, как я или вы, что у нас, у каждого есть наш внутренний свет, которым можем светить и освещать. В каждом из нас есть невероятные силы, потенциалы и таланты. Просто в какой-то момент мы выбрали пойти. Ребят, если вам откликается, подписывайтесь на канал. Здесь уже много видео, но будет еще больше интересного, глубочайшего контента. Если вы почувствовали, что где-то что-то резонирует с вами, записывайтесь прямо сейчас, давайте знакомиться и пошлите в индивидуальную работу. Поверьте мне, жизнь — это прекрасная штука. И это в наших силах осознать, что у нас есть крылья, и полететь. Я вас крепко обнимаю, люблю. Удачи вам, всего вам доброго. Пока.